Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В первой части ролика мы с вами посмотрели историю цен нефти в долларах и золоте. С начала ее организованной торговли с 1859 года до 1970-х годов. Сейчас ссылка на этот ролик на экране и под этим видео в его описании. Если подзабыли или не смотрели, то гляньте. На этой истории мы с вами увидели, что в тот период цены нефти в золоте и в долларах были почти идентичны, поскольку тогда фактически был золотой стандарт. И доллар почти всегда имел твердо золотое обеспечение. Также мы с вами убедились, что если смотреть на цены нефти в золоте, а не в долларах, и использовать при инвестициях в качестве денег золото, а не доллар, то наша прибыль вырастет на этом периоде как минимум вдвое. А теперь движемся по графику дальше, вправо. Сейчас мы с вами приоткрыли цены на нефть в долларах до 1980 года. Вот он. Напомню, что, как обычно, все графики к роликам есть в отдельной публикации в Дзене. Если вам удобнее смотреть графики отдельно с сайта, а не с экрана ролика, тормозните ролик и откройте публикацию в Дзене по ссылке в описании этого ролика под этим видео. В 70-х бурный рост в район тридцатки. Бамс. Но тогда даже те, кто смотрел на долларовые графики, слегка говорили уже об инфляции. Но в немалой степени говорили о росте, как обычно, спроса. И в первую очередь обвиняли эмбарго Ближнего Востока на поставки нефти. Но эмбарго просуществовало всего 6 месяцев. С октября 1973, примерно вот отсюда, по март 1974. Тогда цены выросли примерно до 7 долларов. Вот до этого уровня. Вы смотрите на график и говорите: ну позвольте, мы только что в первой части говорили о том, что во второй половине 50-х, вот здесь, при пробое максимума конца десятых годов, вот этого, был реализован признак, который означал увеличение вероятности масштабного роста цен нефти. Плюс в конце 60-х, вот здесь, опять еще раз был реализован критерий увеличения роста. То есть был пробит максимум 1956 года. Вот этот вот. 3,09. То есть вся картина последовательно развивалась более 40 лет. Вот она. С начала 20-х годов по вторую половину 60-х. Полностью она сложилась к концу 60-х. А виноваты в росте эмбарго конца 73-го, начала 74-го года, вот этот кусочек. Однако же, когда арабы отменили эмбарго в конце марта 74-го года, цены были в районе 7 долларов. Какого хрена после отмены эмбарго цены выросли с 7 долларов и еще более чем в 4 раза примерно до тридцатки. Вот до отсюда, в конце 70-х. Наивные вы люди. Запад никогда не бывает виноват. Когда будем смотреть газ в Европе, вы увидите, что сначала цены на газ в Европе реализовали все мыслимые признаки роста, примерно за год до спецоперации, и только потом она началась. И выглядело это так, как будто СВО была необходима кому-то на Западе, чтобы оправдать рост цен на газ. Но возвращаемся к нефти в 70-е. Глядя на цены в долларах, мы видим, что процесс роста цен в долларах объективно развивался задолго до эмбарго. То есть вот он весь подготовительный. В чем же тогда причина их роста? При этом сейчас, ретроспективно, мы знаем, что в 70-х в Штатах и в Европе бушевал кризис с падением производства и падением потребления. И как мы с вами видели в начале, в начале 900-х, вот здесь вот, и в начале 20-х, вот здесь, если развивается кризис и падают объемы производства, то цены на нефть реагируют на это раньше и выступают как опережающий индикатор. То есть вот они падали перед кризисом вот здесь и вот здесь. Для того, чтобы не усложнять все и не плодить лишних заумных сущностей, давайте просто глянем на цены нефти в золоте
период с 50 по 80-е годы. Приготовились? Набрали воздуха в грудь, как говорил Михаил Задорнов. Ну тогда можно выдохнуть со специальным словом на букву «Б» из боевого русского наречия. Слева, вот здесь, как обычно, график нефти в золоте, а справа нефть в долларах. Да-да, слева те же самые 70-е годы. Вот они. Так они выглядят в настоящих деньгах, то есть в золоте. Вот падение цен нефти в 70-м, 71-м, 72-м. И, как и положено, в 72-м, 74-м, вот здесь, начался экономический кризис с безработицей и падением реальных объемов производства. И, как и положено в кризис, в течение 10 лет, то есть всех 70-х годов, в настоящих деньгах, то есть в золоте, подвалились и находились достаточно низко, как и положено во время кризиса. Поскольку нас интересует в основном практика, я не буду вдаваться в экономическую теорию, но отмечу, что в 50-е, 60-е и 60-е годы это фактически вершина развития углеводородной эпохи. То есть это вот примерно вот это вот время. Вот это вот время. И углеводородной эпохи и тепловой машины, являющейся ее технологической основой и породившей несколько технологических укладов внутри этой энергетической эпохи. Основной экономической причиной 70-х послужило начало падения энергоэффективности углеводородной технологической цепочки. Появление в экономическом обороте массового применения природного газа только слегка сгладило этот кризис. Смотрим на оба графика, на левый и на правый. На правом, там где нефть в долларах, дикий рост, вот он. А на левом, где цена в золоте, падение цены нефти, вот она. Подчеркиваю, что это цена одного и того же, одного барреля нефти, но по-разному выраженная. В чем причина такого расхождения? Левый график, где цена в золоте соответствует тому, как и должна себя вести нефть в кризисе. Вот она. То есть падать. До конца 60-х, пока был золотой стандарт, как мы с вами разбирали в первой части и видим сейчас, вот примерно до этого периода, вот этот график здесь. Графики примерно совпадали. Что тогда отражает правый график? И что за рост нефти, которого мы с вами не видели на примере всего предыдущего столетия? И быть его во время кризиса, вот этого роста, не должно. Полагаю, что вы все, особенно те, кто помнит поведение доллара к золоту в 70-е, уже догадались. Правый график отражает не рост нефти, а падение или девальвацию в 70-х годах, вот в это время, меры измерения, то есть доллара. Это хорошо знакомый нам с вами график золота к доллару с середины 19 века по начало 80-х. Ну, это примерно тот же период. Вот он. Вот это девальвация доллара к золоту. Вот она. То есть с конца 60-х, с момента отвязки доллара от золота, в экономическом смысле доллар перестал быть настоящими деньгами в строгом экономическом смысле. Единственное, что произошло в 70-е, сломалась линейка измерения цен в виде доллара. То есть, как мы только что убедились, на его основе невозможно стало делать адекватные выводы о процессах, происходящих в экономике. Тогда же придумали новый псевдонаучный термин – стагфляция. Так происходит всегда. Чем менее научная дисциплина, тем больше она плодит всяких псевдонаучных терминов и определений. Подчеркиваю, поскольку у нас с вами сугубо практические цели, я не собираюсь вдаваться в абстрактно-академические споры с адептами секты поклонения доллару и нашему заокеанскому противнику. Так каков практический спекулятивный результат из всего сказанного? Сейчас мы золото свернем. Прибегнем к тому же приему, которым мы пользовались чуть ранее. То есть с модельной продажей нефти в конце 10-х годов. Ну, то есть вот здесь вот.
Тот, кто продавался за доллары в конце десятых годов, вот здесь. Ну, для него это вот здесь. И потом возвращался в нефть во второй половине 50-х. Или там 60-х годах. Примерно вот здесь. И до конца 70-х годов до конца 70-х оставался в нефти. Сейчас он владеет 1 баррелем нефти. То есть вот здесь вот он продался. Продал 1 баррель. Находился в долларах. Вот здесь вернулся. И дальше с 1 баррелем поехал вверх. И вот здесь у него 1 баррель. А тот, кто продавался за золото, то есть вот здесь, и до конца 70-х оставался в золоте, может купить за это золото не 1, а примерно 3 барреля нефти. Вот цена его продажи в конце 10-х годов, вот здесь, примерно 0,15 унций за золото, 0,15 унций за баррель. Вот цена 70-х. Примерно 0,05 унций за баррель. То есть примерно в 3 раза ниже. То есть денег у него на 3 барреля, а не на 1. То есть в 3 раза больше. Это и есть. И практический результат — это доказательство того, что если вы хотите принимать максимально правильные инвестиционные решения, то на рынке нужно смотреть в настоящих деньгах. То есть в золоте. А не в том, что вам навязывают в качестве денег. Можно ли было улучшить результат, используя то, что в обращении присутствуют порченные, то есть не настоящие деньги, и все готовы их принимать? Конечно, можно. Сейчас очень внимательно, фактически, я сейчас изложу схему управления формой капитала с использованием золота для кратного увеличения прибыли. Схема, которую мы сейчас с вами будем обсуждать, это схема управления только формой финансирования. Подчеркиваю, только формой финансирования сделок. В обоснование принятия самого решения покупать или продавать я углубляться здесь пока не буду, поскольку в обоих случаях мы проводим сделки в одно и то же время и работаем на старых данных. И нам не важна правильность покупок и продаж, а только отличия, которые появляются в результате того, что мы считаем деньгами. Сейчас смотрим на оба графика. В середине 50-х каждый игрок находился в своих деньгах. То есть это вот примерно вот здесь и вот здесь. Тот, кто продавался в 2010 году за золото, вот здесь, нет, вот здесь, вот здесь за золото продажа происходила, на левом графике. А тот, кто продавался за доллары и их считает деньгами, находится на правом графике, то есть вот здесь. Каждый принимает решение по своему графику. С тем, кто считает деньгами доллар, мы только что все разобрали. Он купил во второй половине 50-х, вот здесь, опять 1 баррель. И в конце 70-х, вот здесь, у него 1 баррель. Но тот, кто находился в золоте и во второй половине 50-х не видит, что есть предпосылки для роста нефти в золоте, принимает решение не покупать нефть за золото. Хотя у него, если он продавался как долларовый игрок в конце 10-х годов, вот здесь вот, то есть у него сейчас, в середине 50-х, денег золото сейчас не на 1, а на 2 барреля нефти. Но глядя на долларовый график, вот на этот вот, игрок, который находится в золоте, как и долларовый игрок во второй половине 50-х, видит, что в долларах вероятность роста достаточно высокая, пробит максимум конца 10-х годов. Что он может сделать в ситуации, когда в золоте рост не очевиден, а вероятность роста в долларах высокая? То есть переходить из золота в нефть причин нет. А купиться за доллары и заработать на росте нефти в долларах можно. Правильно, он использует золото не для покупки нефти, а для взятия долларового кредита. Например, в размере 100% от собственных средств. И далее он финансирует покупку нефти не за счет золота, а за счет полученного кредита. То есть он, глядя на долларовый график, тоже покупает, как и долларовый игрок.
Но, во-первых, за счет того, что он находится с конца десятых годов, вот с конца вот этого времени, в более правильных деньгах, он с теми же рисками, что и долларовый игрок, может купить в 2 раза больше нефти. А во-вторых, он иначе финансирует сделку. Он покупает не на собственные деньги, находящиеся в золоте, а за кредитные средства, в которых собирается расти нефть, то есть за кредитные доллары. Если уж совсем быть точным, то риск у него чуть-чуть повыше за счет того, что есть проценты по кредиту. Но это можно учесть в уменьшении объема кредитования. Чтобы не усложнять расчеты на эти несколько процентов, я этого здесь делать не буду. В итоге, к концу 70-х, то есть вот к этому времени, у долларового игрока 1 баррель нефти, как мы разобрали. А у того, кто деньгами считал золото, как мы определили чуть раньше, примерно на 3 барреля, то есть вот его золото на 3 барреля, вот здесь. Плюс у него 2 барреля, купленных за долларовый кредит в конце 60-х. То есть примерно вот здесь. Примерно по 3 доллара за баррель. Вот они, 3 доллара. Нефть в конце 70-х стоит 30 долларов за баррель. Примерно вот здесь. Но с каждого барреля ему без учета процентов нужно отдать 3 доллара кредита. Пусть процентов по кредиту примерно нащелкало еще по 7 долларов за каждый баррель. Это больше 200% от объема кредита. То есть примерно по 20% в год за эти 10 лет. То есть отдать в общей сложности ему нужно по 10 долларов с одного барреля. 10 долларов от цены, то есть 10 долларов от цены в 30 долларов, это около 30%. То есть собственных баррелей от двух купленных в кредит баррелей остается примерно 70%. То есть 1,4 барреля. В итоге, для стратегии, в которой деньгами мы считали доллары, мы к концу 70-х имеем 1 баррель. А для стратегии, в которой мы считали деньгами золото, мы имеем к концу 70-х золото примерно на 3 барреля и за вычетом кредита и процентов еще примерно 1,4 барреля нефти. То есть в общей сложности почти 4,5 барреля. Это примерно в 4,5 раза лучше, чем в варианте, когда мы деньгами считали доллары. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не рассматривали глубоко причины для покупки или продажи. Мы только рассматривали разные схемы финансирования, уже принятых для обоих случаев решений. А решения для обоих случаев были одинаковые и по содержанию, то есть покупать или продавать, и по времени, то есть когда это делать. Отличались только схемы финансирования. Помимо этого мы убедились, что золотое отражение цен и показателей более адекватно описывает ситуацию, то есть позволяет делать более простые и правильные экономические выводы. Хочу подчеркнуть экономический смысл того, на чем мы с вами сейчас виртуально зарабатывали. Мы с вами зарабатывали не на росте нефти, а на девальвации доллара. Нефть, как вы видели, реально никуда в настоящих деньгах, то есть в золоте, не росла. Наоборот, в 70-х она даже подваливалась. Мы с вами взяли в долг дешевеющий ко всему актив, то есть доллар, и вложили в реальную стоимость, в нефть, и заработали на обесценивании доллара. То есть мы зарабатывали не на росте нефти, а на падении доллара. Напомню, что пользуясь примерно такой же схемой в ролике «Золото-доллар 4, часть 2», как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию, примерно в это же время, в 70-е годы, мы точно так же вкладывали падающий доллар в золото. Мы заработали тогда тоже в обоих случаях. И там, где деньгами были доллары, и там, где деньгами было золото. Но в схеме, в которой деньгами было золото, мы заработали в 3 раза больше, чем в той, где деньгами были доллары. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом, его описание. На конкретном примере и его результате мы еще раз пришли к убеждению, что более выгодно деньгами считать золото. Подчеркиваю, я сознательно использую слово «выгодно», а не слово «правильно». Правильно или неправильно зависит от цели. Мы же с вами говорим
о практическом результате, то есть о большей выгодности. Адепты доллара, монетаризма и солнца всходящего в Вашингтоне, исходя из своих целей, могут броситься спорить в чате. Но хочу их предупредить, что все как бы законы, на которые опираются ваши теории, были открыты до 50-х годов 20 века, а все последующие выводы опираются на них как на непреложную истину. Но все эти так называемые законы были сформулированы для условий золотого стандарта, то есть когда деньгами было золото, а по большому счету в том виде, в котором ими сейчас пользуются, к долларовому или любому другому фиатному отображению не имеет никакого отношения. Здесь привет, кстати, нашему Центральному банку, использующему законы денежного обращения к тому, что, строго говоря, по большому счету деньгами не является, но используется в качестве средства обращения. И именно по этой же причине начальник ФРС давеча весной 23 года сказал, что не очень понимает то, что происходит в экономике. Человек он образованный и не глупый. Поэтому он, скорее всего, все понимает. И, похоже, мягко говоря, лукавит. Но если же он действительно не понимает, то тогда я не завидую Штатам. И, Боже, пожалуйста, попробуй тогда сохранить Америку. Но мы слегка отвлеклись от практики на всякие абстрактные разговоры. Поэтому вернемся к нашим делам. По результатам этого примера мы можем сформулировать примерную схему принятия решения об инвестировании. Особо подчеркиваю, то, что мы сейчас набросаем, можно воспринимать пока как рабочую гипотезу или предположение, а в дальнейшем с появлением новых примеров из других сегментов рынка мы постепенно будем убеждаться в правильности этого предположения. Итак, в качестве рабочей гипотезы схема принятия решения следующая. Деньгами мы считаем золото и сначала анализируем динамику товара, актива или валюты в золоте. Я пока не углубляюсь в методы анализа. Они могут быть и техническими, и фундаментальными. На этом этапе принимается решение о целесообразности инвестирования из собственных средств, то есть из золота. Далее происходит анализ активов, доступных для кредитования и расчетов в валютах, например, в долларе, рубле и юане. По результатам этих анализов могут быть приняты решения как инвестирования собственных средств, так и кредитования в фиатных валютах, либо только кредитные схемы, как это было в рассмотренном нами только что примере. Этот принцип работает от одноминутных графиков до свечей десятилетнего масштаба и до масштаба принятия стратегических инвестиционных, то есть до масштаба принятия стратегических инвестиционных решений в основные фонды и в отрасли экономики. То есть схема перехода к корпоративным финансам примерно такая. Анализ в золоте, динамика товара или услуги показывает перспективные сегменты. Далее. Колебания стоимости инвестиционных затрат в золоте будут гораздо ниже, чем в фиатных валютах. Это, грубо говоря, скажем так, анализ технического проекта в золоте. И далее из анализа динамики проекта в фиатных валютах выбирается наиболее безопасная схема финансирования. Ну а теперь двигаемся дальше по нашему графику нефти. Смотрим его дальше. Это нефть в долларах с 1860-х до начала 2000-х, вот до сюда. Мы с вами пришли к выводу, что более истинное поведение реальной стоимости товара или актива мы можем видеть только в золоте. А колебания товара в фиате, ну, как, например, вот эти, в основном отражают колебания доллара или этого фиата серии-эталончика к настоящим деньгам, то есть к золоту. И я, тем не менее, в дальнейшем буду использовать традиционную, общеупотребимую терминологию. То есть буду говорить, что такой-то товар или актив рос или падал в какой-либо валюте. Но теперь при этом мы с вами всегда подразумеваем, что это просто констатация графика, а не истинное поведение. Под реальным же истинным поведением мы всегда будем понимать движение актива в золоте. В контексте сказанного, после роста нефти в 70-х в долларе, вот он, она в долларе в 80-х, 90-х перешла к колебаниям и вошла в широкий коридор.
Как вы уже можете догадаться, с точки зрения технического анализа, это коррективная волна. Сейчас я не буду подробно останавливаться на трактовке и разметке волн. Мы это сделаем позже, когда будем делать прогноз на 15-20 лет и на ближайшие несколько кварталов. Но условно можно сказать, что колебания 80-х, 90-х, вот эти вот, это некая четвертая волна. Она или от первой, второй, то есть вот от первой, второй волн 850-х, 870-х годов, или от первой, второй волн 900-х, 930-х. То есть вот от этой вот первой, второй волны. Второй вариант в силу чередования зигзагов и плоских волн и их размеров пока более приемлем. Но сделаю оговорку, поскольку весь технический анализ, включая волны Эллиота, был разработан до 40-х годов, то есть вот в этом периоде 20 века, то для цен в золоте он работает более-менее прилично, а для цен в фиате хуже, но тоже работает. В колебания 80-х, 90-х, вот в эти, вошел и распад СССР, и нападение Саддама на Кувейт, и Сербия, и много чего еще другого. По долларовому графику навскидку видим, что утверждение о том, что СССР залихорадило от падения цен на нефть в середине 80-х, то есть вот от этих колебаний, не стоит той бумаги, на которой это утверждение было написано. Поскольку СССР были выгодны долларовые цены 50-х, 60-х и начала 70-х, то есть вот эти вот цены были выгодны, то есть примерно в диапазоне 3-7 долларов, то падение цен до 10 долларов, ну, допустим, вот до отсюда, 80-х, 90-х, никак не могло серьезно повлиять на устойчивость экономики. Поэтому развал СССР был результатом не колебаний нефти, а воровства выручки от ее продажи в результате целенаправленной предательской политики Горбачева, а потом Ельцина. Но была и объективная причина, связанная с зерном и продовольствием. Она существенно повлияла и на стратегию поведения СССР, и на производителей нефти Персидского залива. Это был ключевой аргумент в склонении их к поддержке нефти доллара. Подробнее мы с вами с этим разберемся, когда будем смотреть зерно. Глядя на этот график нефти в долларе, кроме того, что нефть болтала, мы больше ничего сказать не можем. Для того, чтобы разобраться с тем, что происходило на самом деле, необходимо смотреть на ее котировки в золоте. Но предварительно вспомним то, как вел себя в это время доллар к золоту. Вспоминаем, что после бурного роста 70-х, после вот этого, после 80-го года, то есть после вот этого места, началась коррекция золота к доллару. То есть доллар начал укрепляться. И мы с вами можем предположить, что колебания нефти связаны с усилением доллара и переделом нефтяного рынка. Вспоминаем. Примерно так, как это было в 850-880 годах. То есть когда этот рынок переделал Рокфеллер в тандеме с Ротшильдами. А потом в 20-х, 30-х годах было примерно то же самое. Тоже было связано с усилением доллара. И действительно, во второй половине 90-х, вот в это время, Запад, насколько мог, через прикупленных ельцинских компрадоров активно расхищал российские нефтяные и другие сырьевые ресурсы. Они, в принципе, и поддержали усиление доллара. Но это как бы с другой стороны. Больше ничего членораздельного и реально значимого, глядя на цены нефти в долларах, мы сами сказать не можем. Но болтает и болтает. Несмотря на то, что мы сейчас задним числом знаем, что в конце 80-х, примерно вот здесь, Запад входил в очередной кризис, который первоначально выразился в кризисе недвижимости 1987 года. Примерно вот здесь вот. По графику нефти в долларе мы намеков на начало этого кризиса не видим. Поэтому глянем на то, как вела себя нефть именно в золоте в это время. Сейчас опять можно набрать воздуха в грудь и приготовиться произносить специальные слова из боевого русского наречия, одобряемого и обогащаемого всеми великими народами нашей могучей Родины. Как обычно, левый график – это нефть в золоте. Вот она.
И, о чудо, нефть в золоте находится все в том же коррективном коридоре. Вот он. На графике нефти в золоте совершенно четко опять видим корреляцию динамики нефти со всеми кризисами в США. Вот начало кризиса 70-х. Вот падение нефти. Вот вторая его фаза в конце 70-х. Вот она. Второе падение нефти. Вот падение нефти во второй половине 80-х. Вот оно. Предваряющее кризис 87 года на рынке недвижимости. Вот падение нефти во второй половине... Так, это так в 80-х. Вот падение нефти в начале 90-х. Вот оно. Предваряющее начало бюджетного кризиса и кризиса платежного баланса в США в первой половине 90-х, которые гасили началом разграбления активов и рынков СССР. Вот оно. А вот падение нефти во второй половине 90-х. Вот оно. Это преддверие азиатского кризиса 97-98 года и рукотворного приватизационно-воровского дефолта России 98 года. Глядя на 30-летие нефти в золоте 70-х, 90-х, вот на это 30-летие, совершенно четко видим, что 30 лет 70-х, 80-х, 90-х – это череда циклических кризисов на Западе, которые нефть в золоте очень четко предсказывала и отслеживала. Технически эта коррекция нефти в 70-х, 90-х, вот это, напоминает период 1880-х, 1900-х годов, то есть вот этот вот фрагмент. Но технологический период 70-х, 90-х, вот этот вот 20 века, им противоположен. Если в 880-х, 900-х годах предстоящее расширение использования человечеством энергии нефти предопределялось наступлением уклада двигателя внутреннего сгорания, то к 60-м, 70-м, то есть вот к этому времени, потенциал углеводородной техноэнергетической эпохи и уклада двигателя внутреннего сгорания уже исчерпался вследствие принципиального достижения пределов его КПД. Предел КПД ограничен законом цикла Карно. Также начал ощутимо уменьшаться коэффициент энергоэффективности добычи нефти. Это так называемый ROE. То есть уже тогда начали сказываться проблемы экономической доступности нефтяных ресурсов. Ну и всех углеводородных. Существенную помощь в преодолении проблемы энергодефицита оказало массовое вовлечение природного газа в промышленный оборот. Но дамоклов меч энергодефицита повис над человечеством с 70-х годов. Примерно вот отсюда. Две попытки прорыва нефти в золоте из коридора 50-х, 80-х, вот в 85-м, вот здесь вот. И в 90-м. Вот здесь вот. В 85-м и в 90-м вот здесь вот. Это как раз проявление нарастающего энергодефицита Запада. Лечили это Горбачевым, позволившим кооперативам во второй половине 80-х, вот здесь вот, продавать за рубеж ресурсы. А потом лечили Ельцину, затеявшим в первой половине 90-х, вот здесь вот, распродажу предприятий эти ресурсы производящие. Прищуриваемся на долларовый график и мучительно наморщиваем лоб. Правый график, где нефть в долларах, выглядит так, как будто бы в 70-х, вот здесь, началась какая-то новая технологическая эпоха, бурный рост, генерировавший гигантский спрос на энергоносители. Но мы с вами уже знаем, в чем дело. Просто вследствие работы американского печатного станка долларов стало много, а нефти и золота в таком количестве не прибавилось. Вот они и подорожали в долларах. Вот он, рост. Правый график – это просто проявление вот этого
вот этот фрагмент, это просто проявление девальвации доллара в 70-х годах. Помните график золота в 70-х? Вот он. Вот это девальвация доллара в 70-х. Вот она. И все. Никакого роста экономики в этот период не было. Это просто девальвация доллара. Доу Джонс в этот период рос по той же причине. Обычная девальвация. То есть уменьшение единицы, в которой он рассчитывался. И рассчитывается. Чуть подробнее об этом можно глянуть в моей статье на Дзене. Мировая война 90-х сдвинулась на сейчас. Экономическое доказательство. Ссылка на нее под этим роликом. В его описании. И обратите внимание на то, что еще мы можем извлечь из совместного рассмотрения цен нефти в золоте и долларе. Конфигурация цен нефти в золоте во второй половине 80-х, 90-х, вот этот вот фрагмент, показывает, что если произойдет пробой максимума 90-го года, то есть вот этот вот максимум будет пробит, то это будет означать резкое увеличение вероятности роста стоимости нефти в золоте. То есть ее реальной стоимости. Это проявление нарастания энергодефицита мировой экономики. Поэтому что? Правильно. Необходимо вовлекать в оборот новые источники энергии. Теперь вы понимаете, почему технология гидроразрыва пласта для добычи сланцевой нефти и газа была разработана и внедрена в СССР в 70-х. Вот здесь примерно СССР разработал эту технологию. В условиях низкой реальной стоимости нефти и, соответственно, низкой рентабельности этой технологии. А заиграла она только после 2000-х. Вот в этом месте мы увидим потом почему. Движемся по нефти вправо, дальше, к сегодняшнему дню. График в золоте пока оставим как есть до начала 2000-х. А справа у нас нефть в долларах, в годовых свечах до сегодняшнего дня, до ноября 2023 года. По долларовому графику выглядит так, как будто бы в начале 2000-х, вот здесь, в мировой экономике опять началась новая эпоха технологического развития. Аналогичный рост был и на всех биржевых индексах, которые трактовали как результат компьютеризации. На самом деле компьютеризация повысила реальную производительность труда в 2000-х, вот здесь вот, всего на несколько процентов, со средним темпом всего 0,5% в год. Но мы с вами помним, что как раз в начале 2000-х доллар снова начал валиться к золоту. Примерно вот так вот. Вот он, это место. Просто в начале 2000-х потенциал воровства дармовых ресурсов из России уменьшился, потому что появился Путин. Ну а печать пустых долларов не останавливалась. Плюс постепенно существенный дополнительный спрос на углеводороды начал уже предъявлять Китай. Триггером срыва доллара в девальвацию 2000-х, то есть вот в это вот место, вот в этот процесс, послужило то, что американцы тогда полезли через Ирак дальше на Ближний Восток. Вас иногда пугают тем, что глобалисты хотят ввести исчезающие деньги, типа похожие на гезелевские. Очнитесь. Не хотят ввести, а давно уже ввели. С начала 70-х. Вот отсюда. График роста золота, то есть график девальвации доллара и потери реальной покупательной способности. Вот он. Показывает то, с какой скоростью происходит гизелизация долларовых и других фиатных накоплений. Эта девальвация доллара выразилась и в росте нефти. Вот она. А точнее в снижении покупательной способности доллара на примере нефти. Обратите внимание, что конфигурация цен нефти в долларах второй половине 80-х, 90-х, вот она эта конфигурация, обозначила критерий для мощного долгосрочного роста цен в долларах. Этот критерий, так же как и для цен в золоте, это пробой максимума 90-х годов. Вот этот вот максимум. Это критерий для долгосрочного роста. Вот он в долларах, вот он в золоте.
Также в долларах чуть ниже сформировался еще один дополнительный критерий роста. Но этот критерий чуть меньшего масштаба. Это максимум 2000 года. Но сейчас это не важно. В долларах максимум 90-го года был преодолен в 2004 году. Вот здесь. Видно плоховато, но чуть позже мы с вами растянем график и будет видно лучше. Обратите внимание, что последующие 20 лет, вот они, цены устойчиво держались выше этого критерия, то есть выше 40 долларов. Вот они. Вот держатся цены выше. И лишь краткосрочно опускались ниже этой отметки. Ну вот так вот, в скачке, в прыжке. Теперь давайте глянем на цены нефти в этот период в золоте. Опять можно набрать воздуха в легкие. Это цены нефти в золоте до настоящего времени, то есть до ноября 2023 года. Обращаю ваше драгоценное внимание, что на обоих графиках один и тот же товар – нефть. Отличие только в одном. На левом графике, вот здесь, цены на нефть выражены в унциях золота за баррель, а на правом графике цены той же нефти, но выражены в долларах. Как вы видите, существенное отличие в графиках появляется только с конца 60-х, начала 70-х годов, когда после дефолта доллара по золоту началась девальвация доллара к золоту. Этот порог, вот он, на обоих графиках помечен красной линией. И вот здесь. Давайте убедимся, но до этого цены на нефть, что в золоте, что в долларах, за небольшими исключениями, которые мы обсуждали ранее, практически ничем не отличались. Давайте еще раз в этом быстренько убедимся. Вот так. А это вот так. Как мы уже заметили ранее, когда Маркс дописывал последние части «Капитала», было нефундаментальное отличие в период 806, то есть нефундаментальное отличие цен нефти в золоте и в долларах в 50-х, 70-х годах. То есть вот это и вот это отличалось только по уровню. Из-за того, что доллар сначала упал к золоту, а потом вернулся обратно. То есть вот здесь доллар упал, а потом вернулся. Поэтому получилось, то есть поэтому характер графиков одинаковый, но уровень немножко отличается. То есть там, во сколько раз нефть падала и росла. Но в 20-х, 60-х появляется уже фундаментальное отличие. Вот посмотрите, вот оно. Вот это график нефти в золоте, а это в долларах. Оно отразило первую девальвацию доллару к золоту почти в 2 раза. Вот это отличие отразилось. Хочу отметить, что способом измерять цены при помощи драгоценных металлов с небольшими исключениями человечество пользовалось как минимум несколько тысяч лет. Одними из первых это объяснили Смит и Маркс на том уровне знаний, который тогда существовал. Тогда они объяснили это обменом примерно эквивалентных объемов труда. Но сейчас это объяснение углублено с точки зрения иконофизики. Сделано это в России. Подчеркиваю, это не реклама золота в качестве единственно правильной меры стоимости. Золото лишь достаточно неплохое и удобное приближение к настоящей мере стоимости. Отклонения от металлического денежного обращения были в Римской империи в первых веках нашей эры, перед ее падением и развалом. Тогда поступали незатейливо, стали уменьшать содержание серебра в монетах. Похожая ситуация позже была в Византии и тоже перед ее падением. Ближе к нашему времени похожие процессы происходили во Франции в конце 18-го, начале 19 века. Тогда уже были бумажные деньги, технологии эмиссии которых позаимствовали в Китае. На рубеже 18-19 веков Францию с пьедестала сверхдержавы смещала Англия. Но особенно подчеркну, причиной этого были не ошибки, допущенные французы в денежном обращении. Эти ошибки были следствием абсолютно объективных процессов. Точно количественно описать и объяснить эти процессы, эти причины и процессы можно только с позиции иконофизики.
Фундаментальные экономические причины, которые лежат в основе деструктивных процессов, которые сейчас разрушают мировую экономику, в определенном смысле подобны тем, которые привели к смещению Англии и Франции с роли мирового лидера. Это был эпохальный переход и выход из кризиса темных веков 14-18 века. В следующий раз аналогичные девальвационные события приключились с фунтом в 20-30-х годах 20 века, когда Британию начали поджимать Штаты. Фунт позже мы будем смотреть отдельно. С точки зрения экономифизики, смена мировых лидеров конца 18-го, начала 19 века и конца 19-го, начала 20 века практически идентичны. Все эти случаи объединяет одно – девальвация средств обращения сигнализировала об экономическом упадке и предстоящем развале. Заметьте, я не называю отказ от золотого обеспечения и последующую девальвацию причиной последующего упадка. Это были только вынужденные действия и следствия. Причина лежит несколько глубже. И никак не связана ни со ставками, ни с манипулированием курсами, ни с борьбой за торговые условия. Борьба за рынки и ресурсы только отодвигала последующий кризис, но не разрешала его причин. Девальвация всегда во всех этих случаях была только следствием чисто техноэкономических и совершенно объективных причин. Точно эти причины описываются только на языке экономфизики. Мы с вами этого чуть-чуть коснемся, когда будем смотреть стратегию Путина по выводу мира из развивающейся сейчас мировой социально-экономической катастрофы тысячелетия. Эта катастрофа по своим реальным причинам и фазовым характеристикам эквивалентна кризисам каменного, медного, бронзового веков или падению Римской империи и Византии. В Китае и Индии аналогичные катастрофы тоже происходили. Последняя такая катастрофа в Китае завершилась его поражением в опиумных войнах. И периодом с середины 19 века по середину 20-го, который сами китайцы называют столетием позора. В предыдущей эпохе разные цивилизации вследствие неравномерности развития достигали этих предкатастрофных состояний в разное время. И, как правило, оттягивали их развитие, поглощая ресурсы и энергию условных соседей. Сейчас, в силу примерно одинаковой стадии техноэкономического развития всех цивилизаций и высокой научно-технической связанности, почти все человечество примерно одновременно достигло ограничений в развитии. Несмотря на наличие еще небольшого потенциала у Китая и Индии, это справедливо и для них. В классической монетаристской терминологии это называется ловушка размера среднего дохода. Название там есть, объяснения причин и механизмов нет. Сейчас катастрофы на уровне отдельных цивилизаций готовы в ближайшие десятилетия сложиться в социально-экономический катаклизм новых темных веков. Но уже не отдельно для Европы, раннего и позднего средневековья, а для всего человечества. Стратегия инклюзивного капитализма и зеленого перехода – это только инструмент сохранения власти части финансовой олигархии в условиях развития этого капитализма. Экономическая суть инклюзивного глобального перехода очень проста. Для модели очень упрощенно смотрим на мировую экономику как на очень большое единое предприятие. Если предприятие пришло в кризис, то у вас есть всего 3 способа улучшить ситуацию. Первый способ преодоления кризиса – это увеличить продажи. Это аналог расширения рынков сбыта или подъема цен. Расширение рынков недоступно, поскольку границы расширения всеми достигнуты. Поднять цены тоже невозможно, поскольку мы смотрим на всю экономику в целом, то подъем цен для одних влечет увеличение потребления, то есть через выручку, а для других точно такое же уменьшение. Поэтому дальше в этом подходе это конфликты передела рынков и ресурсов, то есть переход от торговых к горячим войнам. Отличие горячей войны от торговой или инвестиционной только в том, что основным маркетинговым приемом или инвестиционным аргументом становится снятие Калашникова с предохранителя. Это очень упрощенное, почти вульгарное изложение причин капиталистических и империалистических войн, данных Марксом и Лениным.
еще 1,5 лет назад. Второй способ преодоления кризиса, рассматриваемый нами, виртуального глобального предприятия под названием мировая экономика. Это увеличение производительности труда. Это можно сделать или через усовершенствование организации труда, или через технологическое усовершенствование производства. Организационно-управленческие механизмы, в том числе и автоматизация продаж и управления, за последние 30-50 лет уже почти исчерпаны. Ну, почти везде. Наверное, за исключением России. У нас еще есть куда двигаться в этом плане. Технологическое значимое увеличение производительности труда сталкивается с фундаментальными техноэкономическими проблемами, на которые инклюзивщики, пользующиеся только монетаристскими методами, тоже дают отрицательный ответ. Остается только один, третий способ преодоления кризиса, очень конфликтный для условных хозяев и работников нашего модельного предприятия. Это третий способ – это сокращение прямых издержек, то есть оплаты труда и цен на условное сырье и комплектующие. Если очень упрощенно, сырье и комплектующие, как, впрочем, и капитальные затраты и налоги, это тоже чей-то труд на предыдущих производственных циклах. Управленцы и собственники мелких и средних предприятий в схеме инклюзивного капитализма тоже считаются трудом и поставщиками комплектующих, то есть все они условное сырье. Поэтому дальше что? Правильно. Долой доходы на создание собственности наемных работников, а также мелкого и среднего бизнеса. Глобализаторы-инклюзивщики говорят мягче. Не долой доходы, а долой собственность, якобы она мешает чему-то там. Конечно, мешает. Чтобы получить собственность, нужно сначала иметь доходы на ее приобретение. Так оно и было на Западе примерно до 50-х-60-х. А потом на работу пришлось пойти еще и женщинам. От этого, на самом деле, в конце концов, и упала рождаемость. Мужики, вы не пробовали одновременно работать, ухаживать за домом, рожать и растить детей? А еще иногда выслушивать претензии по поводу собственного вида. В последнее время появились трансгендерные экспериментаторы, пытающиеся совместить часть этого. Но рожать у них пока не очень получается. Но именно это и есть главная задача их появления. Выявлять и выбраковывать из размножения тех, кто и так не сильно склонен и способен к этому. В 70-х-80-х приобретение собственности большая часть наемного труда совсем перестала тянуть, и к нему приспособили кредиты. Сейчас реальная стоимость труда, то есть его стоимость в квадратных метрах, колесах машин, а обобщенных граммах золота, настолько упала, что пропадают даже шансы на возврат этих кредитов. Поэтому что? Правильно. Нахрен собственность. Живи в общаге и пользуйся каршерингом, если на идее Жучков сэкономил. Поскольку инклюзивный глобальный зеленый переход – это стратегия пассивного сохранения потребления небольшой части общества и блокирования общего прогресса с этой целью, то стратегия инклюзивного зеленого перехода, с одной стороны, является катализатором ускорения этого катаклизма, а с другой стороны, этот глобальный инклюзив станет консервантом этого катаклизма на столетие. Если победит стратегия глобального инклюзивного зеленого перехода, которая посредством глобализации направлена на захват всей собственности на планете, то эти новые темные века будут подобны тому, что происходило после падения Рима в 5-8 веках или в 14-8 веках, в 14-18 веках после падения Византии. Но это будет уже не масштаб Европы, а в масштабах всей планеты. 90-е в России и на всем постсоветском пространстве были репетиции запуска новой неорабовладельческой модели для всего мира. В Китае на Тяньаньмэнь не очень заладилось, но Запад все равно продолжил обхаживать Китай. На что тысячелетняя китайская традиция в конце концов ответила Си Цзиньпином. Мы ответили Путину. Медико-фашистские мероприятия 2020 года дали старт новой, следующей фазе глобального инклюзивного зеленого перехода. Это не энергетический переход.
С инженерно-экономической и иконофизической точек зрения это энергетическое отступление с целью сохранения уровня потребления горсткой владельцев инклюзивного капитализма за счет создания неорабовладельческого строя для остального человечества. Стейкхолдер – это синоним слова «раб». Единственной альтернативой этому является путь прорыва в новую техноэнергетическую эпоху, который осуществляет Россия под руководством нашего президента. Одним из результатов этого техноэнергетического перехода будет существенное изменение мировой геополитической картины и состава мировых элит. Примерно так, как это происходило в XVIII-XIX веках. Именно ведущая технологическая роль России в этом переходе и является причиной агрессии Запада против нас. Одной из форм этой агрессии является провокация против нас прокси-войны в бывшей УССР. Но мы немного отвлеклись непосредственно от истории нефти. Но именно на этом этапе уже можно обозначить масштабы развивающегося в последние десятилетия глобального экономического кризиса. Изначально признаки и масштаб этого кризиса мы с вами видели в долгосрочных прогнозах золота к доллару и к рублю, и в долгосрочном прогнозе доллара к рублю. Анализ истории нефти в долларе и золоте подтверждает масштаб этого кризиса и позволяет нам постепенно начать приближаться к истинным его причинам. Они сугубо техноэкономические. Мы, скажем так, то есть наличие этого масштаба и его понимания при долгосрочном прогнозе нефти увидим еще раз гораздо четче. На этом месте мы с вами немного прервемся. В следующей, третьей части ролика «История нефти в долларе и золоте» мы с вами завершим анализ истории нефти, покажем взаимосвязь динамики нефти с развитием глобального экономического кризиса и с текущими событиями. Сделаем техническую трактовку этой истории и, если успеем, перейдем к долгосрочному и среднесрочному прогнозу. Поставьте, пожалуйста, лайк, если этот ролик был вам интересен и полезен. Сбросьте ссылку на него друзьям или знакомым. А если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на наш с вами канал. Напомню, что базовой является наша площадка «Золото, валюта, богатство» на Дзене. Там все ролики выходят в первую очередь. Все публикации канала размещены там же. Поскольку постоянно муссируется тема прикрытия YouTube, рекомендую, чтобы в этом случае не потерять связь с каналом, продублировать подписку на Дзене. Разрешите пожелать вам спокойного, рационального и непредвзятого взгляда на мир и такого же управления вашими финансами. Откланиваюсь перед вами до следующей части этого ролика. До новых встреч, друзья!